Всем привет! Вы сегодня услышите результаты Азиатской лиги чемпионов. Да-да, не удивляйтесь, в группе А, которая относится к западной конференции, после первого тура четырехвластия, так как оба матча завершились в ничью. Аль-Шорта из Ирака отыгралась в поединке с двукратным чемпионом турнира иракским Эстеглалом 1-1. Гости не уступают уже 5 матчей подряд во всех турнирах. Аль-Вахда из ОАЭ и Аль-Ахли решили не портить праздник начавшегося турнира и поделили очки. В этом поединке хозяева поля также были в роли отыгрывающейся команды. На 90-й минуте ничью своему клубу принес кореец Рим. Обе команды имеют 6- и 7-матчевый беспроигрышной серии в различных турнирах. Следующий тур здесь ожидается 17 февраля. Аль-Шорта вновь выступает на своем поле. Правда, команда из Ирака вынуждена играть в другой стране, поэтому домашние игры это условно. Ее соперник Аль-Вахда. Аль-Ахли из Аравии ждет Эстеглал. В таблице полное равенство у всех по 1 баллу. В группе Б Пахтакор победил Аль-Ахли, но уже из ОАЭ 2-1. В прошлом выпуске мы отмечали, что команда из Узбекистана принимает участие уже в 16 раз на этом турнире. Наряду с Аль-Хилялем, про который вы еще услышите, это лучший показатель среди всех команд. Можно здесь выделить гол серба Драгана Церана, который в прошлом сезоне во всех турнирах забил за Пахтакор 29 мячей. Во втором матче вышеупомянутый Аль-Хиляль был сильнее Шахар Ходра из Ирана 2-0. В составе победителей отметился бывший игрок Уотфорда перуанец Карильо, а также бывший игрок Галатасарая и Марселя Гомес. Причем француз забил и отметился уже в 3-й игре подряд. Итак, Аль-Хиляль из Саудовской Аравии начал защиту титула с победы. Сейчас у коллектива беспроигрышный отрезок из 11 игр подряд. 17 февраля Пахтакор встретится с Шахар Ходра, а Аль-Ахли примет Аль-Хиляль. В таблице пока все просто. Команды из Саудовской Аравии и Узбекистана возглавляют турнирку. В группе С состоялась первая в нашем обзоре победа гостей. Шарджа из ОАЭ уступает на своем поле Аль-Тавону из Саудовской Аравии 0-1. Последний раз эти клубы пересекались еще 7 лет тому назад. Встреча та завершилась 1-1. Аль-Духайль из Катара переиграл Персеполис 2-0. Угадайте, кто забил первый гол? Бывший футболист Ювентуса Марио Манджукич. Поздравляем 33-летнего хорвата. Он провел тут уже 4-й матч, забил 1 гол и получил свою первую желтую карточку. Иранцы прервали свой успешный отрезок из 10 матчей подряд. Можно вспомнить, что эти команды встречались в Лиге чемпионов 2 года назад. Тогда Аль-Духайль был сильнее по сумме 2 встреч и прошел в полуфинал. Эта группа соберется в следующий раз 18 февраля. Шарджа в Шардже примет Персеполис, а Аль-Тавон Аль-Духайль. В таблице по 3 очка записываем клубу из Катара и Аравии. 2 результативных матча состоялись в группе Д. Аль-Айн уступает вице-чемпиону Ирана Сипахану 0-4. Пик игры пришелся на середину матча, когда была забита большая часть голов. Победители увеличили свою серию в различных лигах до 4 матчей, 2 победы и 2 ничьи. Аль-Наср из Саудовской Аравии и Аль-Сад из Катара победителя не определили 2-2. Выделю марокканца Хамаддала, который за последние 7 матчей забил 8 голов. Его клуб не уступает никому нигде уже 2,5 месяца. У их соперников также приличная серия из 7 матчей, которая началась еще в январе. 18 февраля второй тур в квартете Д. Аль-Айн, Аль-Наср, Аль-Сад и Сипахан. Сипахан набрал 3 пункта, катарский и аравийский коллектив по 1. Переходим на восток. Здесь в каждой группе состоялось пока по 1 матчу, думаю, о причине вы уже догадываетесь, приступим к разбору. В группе И Мельбурн из Австралии минимально обыграл Чанграй Юнайтед из Таиланда. Все шло тихо, мирно, но именно в этом матче состоялось первое удаление на этом турнире. Оно произошло в составе гостей. Единственный гол на счету у шведа Оле Тойванина. Он может вам знаком быть по выступлениям за ПСВ, Сандерленд, Рен или Тулузу. Следующий тур здесь начнется 18 февраля. Сеул из Южной Кореи встретится с Мельбурном, а Чанграй Юнайтед, если ничего не изменится, должен сыграть с китайским ФК Пекин. В таблице Мельбурн набрал первые 3 очка. В квартете F не сыграла китайская команда. Вот беда. Зато зрители увидели матч между Улассаном из Кореи и ФК Токио. Матч завершился 1-1. В этой игре оба мяча на счету бразильцев. Представителей этой страны здесь очень много в Азии. В истории противостояний Улассан никогда не проигрывал Токио. Победа и 2 ничьи. 18 февраля второй тур. Токио сразится с чемпионом Австралии Перт Галори. Эта игра состоится стопудово. А вот матч китайского Шанхай Шинхуа под вопросом. Токио и Улассан имеют по 1 очку. В группе G только что завершилась игра между японцами и малазийцами. Победу одержал клуб из страны восходящего солнца. Андрес Иньеста не забил, однако на его счету голевая передача. Отметим, что его партнером по команде является Томас Вермален из Бельгии. Висл Кобе выиграл свой 7-й матч к ряду, а вот Джохор, внимание, впервые уступил за последние 6 месяцев. Следующие матчи здесь ожидаются 19 февраля. Сувон Висл Кобе, второй поединок под вопросом. Японский Кобе лидер 3 очка. Продолжаем знакомство с Азиатской лигой чемпионов. Бедные китайцы, они представлены 4 командами, но в 8-й группе они также не сыграли. Лучшая команда Японии Якогама на выезде переиграла лучшую команду Южной Кореи Чонбук Моторс. У японцев было колоссальное преимущество. Чонбук не может победить 5 игр к ряду. Скажем, что их чемпионат еще на каникулах перед Лигой чемпионов они проводили
проходили пока что товарищеские игры. В следующий раз, 19 февраля, Якогама ждет в гости Сидней из Австралии, а Шанхай и Чонбук под вопросом. Итак, Якогама набрала первые свои 3 очка. Лучшим бомбардиром является всего лишь один игрок. Ряд игроков отметились по одному разу. Смотрите прошлый ознакомительный выпуск, включайте уведомления на любимый канал. Услышимся на спортивном.